Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Меня многие просили сделать обзор на ОИ, на супертяж 6 уровня, и вот я его очередной раз, год назад, по-моему, делаю. Шестой левел, супертяж, Япония, проходная прокачиваемая ветка, ОИ, вот огромный, просто как поезд танк. Ну, давайте начнем с самого интересного. Посмотрим его бронирование. Погнали. Итак, вот наш Collision модель. ОИ, гля, спереди весь красный, по бокам чуть-чуть желтый. Ну и брони. Все, давайте изучать. НЛД у нас две части НЛД. Ну и давайте глядеть на самую, так сказать, нижнюю часть. Так, вот так поставим. 144 рикошет под хорошим углом. Хотя всего реально-то брони 70 мм. Шикарный НЛД. Дальше 207, 155 мм фактическое броня в приведенке 208. Нифига себе НЛД. Дальше ВЛД 150 мм, приведенки снизу 227, вверху 240. Попробуй пробей. Класс, хорошее бронирование. Дальше, подбашенную рубку сейчас будем смотреть. Все, выставляем танк. 153 миллиметра. Ну, блин, уже как-то не очень много. Хотя, смеюсь, конечно, много. Дальше, вот эти вот пушки какие-то мелкокалиберные, да, башенки 150, 160, здесь 160, 150, 160. По сути, как и подбашенная рубка. Теперь две бронеплиты башни. 150 миллиметров, к центру 167, здесь 171. Да, броня есть. Маска орудия 188, 227 внизу. Лючок 156. Ну, как для шестого уровня мы, конечно, имеем спереди ультимативную броню. Для семерок уже такое. Ну, а если попадать будете, вы будете попадать против восьмерок, вот, вас уже будут рвать обычными, здесь самое главное, да, снарядами, ББшками. В любую плоскость, за исключением маски. Боковое бронирование 110, круто. 70 вот здесь вверху, башня 150. Может ли это танковать от борта? Конечно, может. Даже щекоток единственное будет подставлять, но бьется через каток. 70 миллиметров это с катками, да. Через каточек пробивается. Короче, нет, от борта это не его тема все-таки. Вот, только в лоб, что называется, ехать на врага лицом. Так, с броней разобрались. Боковое бронирование защищает нас только от ЛТшек. Ну а спереди против шестых мы левелов мы мастодонт. Против седьмых уже мастодонт инвалид. Там на трех ногах, а не на четырех. Ну а против восьмых мы просто бонус код. Вот. Правильное бронирование, аббревиатура бронирования этого танка. Давайте смотреть основные модули. Прилагается нам две пушки. Вот, обычная пушечка и фугасница. У обычной, вот поездите, не торопитесь сесть на фугасницу, попробуйте покатайтесь на обычной пушке. Вам, может быть, даже больше понравится, зайдет, нежели потом поставите фугасницу. Альфа у нас 700, 121 пробитие основным снарядом, 150 голдой, а здесь голда кумулятивный снаряд. Вот, 75 обычно осколочно-фугасный. Заряжается на стоке 26 секунд, мы этот параметр улучшим. 1600 ДПМ, 0,58 точность, как у арты практически. 3,7 время сведения, ну вы поняли. Вот, а башни другой у нас нет, только одна. Конечно, качайте, да, рацию, вы будете на передовой, ехать в лоб к врагам. И, конечно же, будете, так сказать, кстати, да, так сказать, светить для ваших артюлечек, ПТшечек и все такое, передавать данные. Поэтому на стойке здесь рация всего лишь второго уровня, 300 метров дальней связи, здесь 425. Будет возможность, прокачайте. Вот, топовый двигатель 1100 лошадей, представляете, 1200 топовый, вернее, стоковый 1100, топовый 1200. Примерно процентов 5-7 прибавит вам
подвижность. Топовая ходовая, ну это вообще для этого танка чуть ли не самый важный модуль, потому что на месте нам как-то надо крутиться. 18 на топе градусов в секунду и 16 на стой. Казалось бы немного, но для этого танка реально много. Вот, реально много. Так, давайте смотреть полевую модернизацию. Во втором слоте что мы будем качать? Сохранение набранной скорости, скорость поворота ходовой, прочности ходовой. Блин, и то важно, но вот это важнее. В четвертом блоке скорость сведения, карта размера круга сведения. Мы танк в упоре, поэтому точность это такое для нас. А вот сведение, оно будет более интересно. От времени оглушения ставим даже другое, не смотрим. Все, вот такая полевая модернизация. Теперь по оборудованию. Нам по-любому основной слот, который дает дополнительный буст на выживаемость танка, ставим улучшенную закалку, ставим турбину и ставим досол. Мы долго заряжаемся, мы медленные. И мы танк супер прорывы штурмовой, поэтому закалка факт. То есть вот этот другой даже и не смотрите. По снарядам. Вот, основной у нас бронебойный снаряд. Летит 500 метров в секунду. Кусок говна. Голда у нас кумулятивно летит те же 500. Разница между ними в бронепробитии 121 мм, 150. Честно вам скажу, попадаете к восьмеркам, он вам просто ни к чему. Никуда вы никого пробивать этим кумулятивным снарядом не будете. Да и некоторых семерок. Вообще рекомендую на этом танке ездить чисто на осколочно-фугасных снарядах. И хреначить в проекцию танков. Вот. Как-то так. Ну, прям реально советую. Дальше. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель автоматический. Но у меня, как всегда, откуда Type 4 Heavy, да, экипаж. Я в нее переобучал, голду не тратил. Поставил до паёк, чтобы минимизировать вот эти самые потери за непереобученный экипаж. Экипаж здесь у нас огромный. 6 членов экипажа. Качаете перки, как показано в таблице. Сейчас вы ее видите. Вот. По УВН у нас все хорошо. Минус 10. Это круто. Дальше. По ХП. Мы мастодонт. 1170 на 6-м левеле. Тоже хорошо. По мобильности полное говно. 33,4 вперед, 12 назад. Менее 9 лошадей на тонну. Жесть. Он еле ползает. Реально. Незаметность даже смотреть не будем. Ну какая незаметность? Мы просто как трехэтажный дом. Вот реально трехэтажный дом, танк высотой. По обзору мы слепыши, опять же, потому что штурмовой тяж. А так у меня, конечно, штраф еще 41. Ну, хотя, блин, почти 400 метров, не такие уж слепыши. По плюсам и минусам танк. Хорошее бронирование, как для 6-го уровня. А минус медленный, минус незаметность ее просто отсутствует. По пушке... Ну, скорее минус, чем плюс, потому что, ну, что-то я вижу этих танков очень мало в боях, да и никто не хочет играть и быть бонус-кодом. Хотя на нем можно все равно что-то делать да нагибать, все равно, потому что есть броня, есть фугасница, сочетание фугасницы и броня. То есть наш конкурент КВ-2 имеет фугасницу, но по сути по сравнению с нами не имеет такой брони. Вот. Как-то так. Погнали в бой, посмотрим, что это за чудовище такое, чудище от японцев. Вперед. Так, попали мы на монастырь, попали к 8-м левелам. На сундуке это очень плохо, потому что восьмерки-то нас рвут. Вот, рвут еще и 2 арты. Прикольно. Только фугасить можем. Так, у нас обзор боем. Танк супер тяж японский ОИ 6-го уровня. Проходная прокачиваемая ветка. Да, на сундуке 6-го левела попасть против восьмерок. Такая себе история. Что делать? Делать нечего. Так, фугасы включили. Включили. Че ты очкуешь? Все нормально будет. И главное это, надо показать, против что тяжи ты прям ехать доминируешь. бессмысленно. Я там особо ничего пробивать не буду, а вот за Т-28 HTC можно поехать.
закусь. Крадемся, так сказать. Ждем засвета. Просто так высовываться бессмысленно. На чайника! Привет! Так, помним правду. О. Так, надо отходить, иначе не вывезем. Надо отходить. Так мы еще продержимся, я надеюсь. Там за спиной еще один самовент. Ух, толпой пытаются. Получайте, а! Шпили-выли делать будем. Я не растерялся, я же охранник. Понятно или нет? Это хорошо.
Готов. Вывезли. Жуткий танк. Но я выжил. Ладно, 1300 на шестерках против восьмерок еще нормально. Победа. У них ЛТшка осталась, ELC где-то сидит. Все. Косарь натанковали 238. Александр Родионович Бородач. Ну, блин. Все. Победа. Сложно на нем играть против восьмерок, седьмерок. Против восьмерок вообще жестко. Но броня позволяет все равно жить. Количество хп, броня еще хоть как-то можно что-то пережить. ЛТшек, даже на старших уровнях, естественно, мы сильно-то особо не боимся. Раз что закрутят, но у нас и задняя, и боковая часть тоже достаточно крепкая. Вот, в целом танк говно, честно говоря, не играбельный, а вообще от слова совсем практически. Поэтому поэтому такое себе. Ребят, пишите, у кого в ангаре есть такая машина, какое вы используете оборудование, как вам в целом ОИ. Вот, а я вам хочу сказать до скорых встреч, пока. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, не забывайте. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.